Приветствую на канале Экодрифт. У нас в Москве стабильная зима, был тут ледяной дождь, рекордные снегопады и снова вот потепление. В лесу же большую часть времени все идеально утоптано, сцепление отличное, катайся не хочу. Городские дороги тоже чистят, сыпят местами соли, можно уверенно ездить. Сегодня я решил подвести какие-то промежуточные итоги, ведь назревает следующий сезон и многие выползли из спячки, чтобы весной было на чем прокатиться с ветерком. Я правда не понимаю, зачем ждать весны. Бери, да катайся. Кайф же. Поэтому еще немного расскажу об особенностях зимней езды. Тайм-коды в описании под видео. Тем, кто смотрел предыдущие ролики, докладываю. S16 все еще в сервисе. Kingsong был на каникулах, а батарейка после сброса все равно не хочет принимать прошивку. Паттон тоже в сервис угодил с протекшим подшипником и отвалившимся магнитом. Без комментариев. Но это же не повод пропустить самую чудесную погоду, которая может быть зимой. Солнце, небольшой мороз, поэтому я все еще езжу на лунтике. Путь у меня довольно разнообразный. Это лес с узкими тропинками, а также проселочные, нечищенные дороги, проезжие дороги с довольно интенсивным движением и еще лыжная трасса. В работе у меня сейчас ролик про InMotion V11Y, он же Игорек. Без езды, мы его давно разобрали, надо только все эти съемки привести в какой-то законченный вид. Когда едешь днем, то так не хватает фары, как вечером, которая бы высвечивала все неровности, а на ярком солнце я просто не могу разглядеть рельеф, и иногда так неожиданно ловишь очередную волну на снегу. Это сбивает темп и приходится ехать более напряженно. Вот казалось бы, а в темноте есть свои преимущества. Холодно? Да нет, не холодно. Когда светит солнце, вообще кайф. У меня в поездке отмерзали только пальцы из-за того, что всю дорогу держу палку с камерой. Это на видео я ехал в субботу. И в выходные большой недостаток, что много других людей, которым я на колесе так или иначе могу мешать. Но я никому не сигналю, ничего не требую. Впереди едет лыжник, значит я просто еду за ним. У меня и не было желания ехать именно по лыжной трассе. Просто я ее немного захватываю, иначе через лес никак. Вечером, конечно, лучше. Почти никого нет, никому не мешаешь. Фара отлично все подсвечивает, но заметно холоднее. Еще вариант кататься в будни, особенно с утра, когда вообще никого нет. Укатайся. И хотел у меня все отлично, но вот на Lynx уже через полчаса езды батарейки промерзают и Smart BMS показывает температуру ниже нуля. Она там, конечно, подбирает значение, но реально температура падает до нуля и даже чуть ниже. Поэтому Samsung 50S для зимы очень желательно. А еще лучше будет подумать об утеплении баток. Им реально холодно. Все-таки массивный металлический корпус тут выступает в роли морозилки. Покрышка все еще стоит Ирка SN12. Как я уже много раз говорил, все-таки не очень она для тропинок. И вот даже заснял, как одно неверное движение, колесо сваливается в сторону с тропинки и дальше полет в снег. Но это очень прикольно и мягко. Минус на самом деле в том, что все колесо в снегу. Там, где липучка велкро, образуется прямо ледник. Он может даже в ногу неприятно давить. А педальки, кстати, норм. Они у меня тут промерзли сразу, и снег на них уже не держался. И тут самое время сказать, что мое мнение пока не поменялось. Lynx на сегодня это топ номер один колесо в сезоне 2024 года. Ну понятно, что кому-то 40 килограмм это вообще перебор, кому-то, как обычно, не хватает максималки, хотя это считаю скорее признаком помешательства, если не сказать грубее, учитывая, что официально на колесе разрешено ехать 25 км в час максимум. И даже у мопеда максималка ограничена 50. И в населенном пункте максимальная скорость должна быть не выше 60 км в час по правилам. Именно гонки на улицах города обращают внимание на себя окружающих, и налицо тенденция к запретам и ужесточению ответственности. Это ладно, я сам не святой, и порой хочется прохватить побыстрее, но именно в среднем по больнице, учитывая кто и как в основном ездит, Lynx это все-таки лучшее и самое классное колесо из всего, что есть сегодня. Оно получается наиболее сбалансированным и универсальным. Здесь и достаточной емкости и аккумулятор, и тяга на самом лучшем уровне. Скорости тоже большинство с запасом на самом деле. И, конечно, фирменная, очень комфортная подвеска Fast-Ace, которая отлично работает из коробки. Да, сотку-другую надо обкатать после покупки, чтобы там все резиночки разошлись и притерлись, и тогда подвеска раскроется полностью. Lynx – идеальное колесо? Ну, конечно же, нет. Опять же, как я уже сказал, оно далеко не всем подойдет. Колеса, которое бы подошло любому, все еще нет и не предвидится. Кроме того, как и у любого колеса, у Lynx есть и свои недостатки. Кому-то устаревшие алгоритмы не нравятся, кому-то дисплей, который ветеран не меняет с 2020 года. Да я и сам больше люблю Паттон, просто из-за габаритов. Кроме этого, появилась и действительно неприятная информация. Было несколько продавов Lynx по неизвестным до конца причинам. Есть подозрение на наводки, так как контроллер не экранирован. Вышла новая прошивка, которая как раз каким-то образом устраняет влияние наводок, но я лично не очень понимаю, как это работает. У меня самого 2 раза подвисал на некоторое время батон в крупном магазине, после чего я вообще побаиваюсь заходить с ним в большие торговые центры.
И решать вопрос надо не прошивкой, а элементарно, как в каком-нибудь ноутбуке, где наносят токопроводящую краску изнутри на крышку контроллера, или физически добавляют экран из тонкого листа металла или фольги. Вообще, вопросу наводок не первый день. Эта проблема всплыла еще лет 6 назад на Kingsong. Потом были жалобы и на ветеран, но ничего принципиально не меняется. Да, конечно, это проявляется редко и далеко не у всех, но все-таки проявляется. Короче, минус ветерана в том, что производитель не очень-то торопится что-то менять в плане безопасности, а больше уделяет внимание маркетинговым фишкам. Впрочем, это замечание еще больше касается всех других производителей, на фоне которых Lynx и выделяется как раз своей надежностью и качеством. И все потому, что другие никак не лучше. Bigodi традиционно занимает почетное последнее место, причем с хорошим таким отрывом. Kingsong за прошедшие пару лет также упорно доказывает, что стараться что-то исправить они не планируют, а вот как где удешевить, упростить, недолачить и проводить весьма условный контроль качества для галочки, это пожалуйста, с этим у них вообще все в порядке. Поэтому кто смотрел разборку S16, прекрасно понимают, о чем речь. Кроме этого, у Kingsong еще участились проблемы с аккумуляторами, за которыми чуть не уследишь, и они уходят в глубокий разряд. Срабатывает защита, и потом надо все разбирать, чтобы добраться до заветного предохранителя или кнопочки, чтобы сбросить ошибку на BMS. Да, это не у всех, но сервис немного постанывает от таких проблем. Старые классические модели тоже уже не те. Контроллеры теперь собираются на более дешевой элементной базе, и с ними проблемы тоже участились. Увы. До Bigodi, который вообще умудряется вначале на колесах упростить настолько, что один контур одновременно питает и процессор, и фару, до такого Kingsong, к счастью, не опустился, но в целом их вектор развития меня не радует. InMotion делает самые технологичные моноколеса, самые крутые контроллеры, у них самые крутые алгоритмы, но старт V13 в прошлом году просто провалился. На этой модели переломалось все, что могло сломаться, и даже то, что никак не могло сломаться, а конкретнее это винты, которыми крепится двигатель. Я эту историю до сих пор вспоминаю с содроганием. И ведь этот шлейф неудач у них тянется из модели в модель. Хотя в отличие от Kingsong, я признаю, что InMotion очень и очень стараются. Они действительно бьются за качество, постоянно что-то пытаются доработать, реагируют на замечания пользователей. Но то ли это какое-то невезение, то ли они просто не могут обеспечить нормальные испытания своим новинкам. И я не знаю. И тут мы плавно подходим к V14. Я на нем так и не поездил. Уже есть отчеты, что всплыли проблемы по подвеске. Нарушена геометрия. InMotion заботливо прислали инструкцию, как это все поправить в домашних условиях, и в следующих партиях это уже исправлено. Но в целом, как я понял, отзывов не так много, а довольных явно больше. И несмотря на все прошлые неудачи InMotion, я считаю, что твердое второе место на рынке моноколес в 2024 году это именно V14. Оно как минимум очень круто выглядит и очень хорошо собрано. Да, там есть вопрос по жесткости пружины, и в целом это колесо довольно узкое по применению, то есть оно изначально направлено именно на экстремальную езду в условиях скорее бездорожья, леса, гор и прочее. И конкурирует оно даже не с Lynx, а с Patton и Bigodi Extreme. Да, оно во многом проигрывает Patton, просто потому что Patton вышел год назад. Батон более универсальный, так как дает потрясающий комфорт и на асфальте. Но V14 технологичнее, у него суперский дизайн, а батонов развелось уж слишком много, поэтому в следующем сезоне ожидаю огромный спрос именно на V14. А что там на третьем месте? Bigodi Extreme, EX30, ET Max? Нет, нет и нет. Ну почему на третьем месте должно быть что-то мощное или новое? А почему не посмотреть просто на продажи? Ведь все равно на первых местах по продажам так и сохранится старая добрая классика. Это Kingsong 16S и InMotion V8S. Но даже эти колеса я не буду ставить на третье место. Хотя бы просто потому, что в прошлом году стоит признать, что заметно сузился бюджетный сектор. Колеса начального уровня стали хуже покупать. Не знаю, это общая тенденция индивидуального электротранспорта или касается только моноколес, но как факт, из которого делал вывод, что приток новеньких моноколесников замедлился. В общем, это мой рейтинг. И на третье место я поставлю не колесо, а проблему, которую тут раздули. Это выбор ячеек Samsung 50E, Samsung 50GB или Samsung 50S. И что характерно, проблема наиболее остро стоит именно на Lynx и V14. Если по базовым характеристикам все понятно, 50 имеют ниже внутреннее сопротивление, они позволяют отдавать выше ток с тем же уровнем просадки напряжения, или что в нашем случае более актуально, позволяют снизить просадку напряжения под той же нагрузкой. Они лучше себя ведут на холоде, лучше переносят зарядку высоким током, но есть три вопроса, которые заставляют часть пользователей призадуматься. Первое – цена. Это самое простое. 50S дороже, но если смотреть на эту разницу относительно стоимости колеса, то эта разница не такая уж существенная, сильно не сэкономишь. Второй чуть сложнее – пожароопасность. Не знаю, откуда и почему взялся этот вопрос. И раньше продавались колеса на токовых элементах, и почему-то это никого не смущало. По температурным допускам у 50S все в порядке. Под одинаковой нагрузкой 50S будет точно прохладнее, чем 50E или 50GB, так как внутреннее сопротивление ниже, то есть и потерь меньше. Что же касается того, что они как-то сильнее горят, я лично сомневаюсь, что разница там какая-то существенная. Это примерно как загорелось колесо 3000 Вт-час или 2000 Вт-час. Не все ли равно? И то очень страшно и очень опасно. Третье, самый сложный вопрос. Это вопрос ресурса.
Samsung 50s заявлено всего лишь 250 циклов, при том, что у менее токовых элементов количество циклов заявлено аж 1000. Во-первых, как вы знаете, количество циклов — это условно пробег аккумулятора, после которого его емкость падает ниже какого-то порога. Обычно это 80%, но не обязательно. Надо смотреть спецификацию. То есть аккумулятор все равно будет работать и дальше, а емкость у него падает с самого начала эксплуатации, даже если аккумулятор просто лежит и не используется. Во-вторых, количество циклов посчитано при совершенно разной нагрузке, соответствующей заявленным элементам максимальному току нагрузки. И если нагрузку сравнять, то получается, что Samsung 50s теряет свою емкость по мере использования даже медленней. То есть 50s на самом деле при прочих равных покажет результат ничуть не хуже, а скорее всего даже лучше. Поэтому страх по поводу ресурса 50s безоснователен. И, конечно, надо помнить, что на ресурс аккумулятора также сильно влияет время. Через 4 года он у вас в любом случае уже не будет отдавать полную емкость. Также влияют условия его хранения. Хранение в полностью заряженном виде или наоборот разряженном виде очень сильно снижает ресурсы. Езда зимой, когда аккумулятор промерзает и при этом работает рекуперация, также приводит к преждевременному износу. А еще неравномерное промерзание или нагрев аккумулятора приводит к крайним разбалансировкам разных элементов, потому что они работают в разных температурных режимах. Сразу не отходя от вопроса батареи, хочу обратить внимание на общую тенденцию рынка. Это Smart BMS. С одной стороны, да, конечно, это очень полезно и должно повышать безопасность и удобство контроля за аккумулятором. Обратная связь с BMS так позволяет не пропустить ошибку, сообщение которое получит контроллер и выдаст эту самую ошибку. Но тут наметились две разные проблемы. Первая — ветеран и Бигоди. Как и на какие ошибки BMS реагирует контроллер, мне неизвестно. Например, охлаждение аккумулятора Lynx никаким ошибкам не приводит. Контроллеру все это абсолютно до лампочки. И надеяться, что контроллер сообщит о любой ошибке, пока тяжело и неоправданно. Поэтому надо периодически самостоятельно отслеживать состояние аккумуляторов. А вот у InMotion и Kingsong ситуация обратная. Контроллер излишне параноидально реагирует на любые ошибки со стороны BMS и может либо ограничивать скорость, либо вообще перестать включаться. В случае Kingsong защита может полностью заблокировать колесо и приходится его разбирать и сбрасывать ошибку вручную, что крайне неудобно. С InMotion все чаще в сервис обращаются по поводу того, что колесо отказывается заряжаться, при том, что вроде и проблем с элементами нет. Но такие вольности и капризы от BMS напрягают и раздражают, и тут уже становится совсем непонятно, а действительно ли такая параноидальность идет в плюс пользователю. Так, что мне известно о планах производителей на этот год? Ветеран. Вообще ничего. Тишина. Не знаю, планируют ли они какую-то новинку или нет. Пользователи хотят обновления Sherman S и Patton. А я хочу, чтобы они все-таки сделали бюджетную легкую модельку и допилили уже свои алгоритмы. Kingsong тоже мало известно. Вроде как были планы на 14-дюймовое колесо с подвеской. Еще ожидается новая F-серия. Видимо, от слова Fast. Новая модель должна быть аналогом Мастера или даже X30, то есть мощная, гоночная и тяжелая. Кроме названия модели, никаких данных о характеристиках у меня нет. Также заокеанские пользователи моноколес вынудили Kingsong добавить вариант старых S19 и S22 Pro на элементах Samsung 50s. В плане классических моделей здесь все пока без изменений, но полагаю, что Kingsong будет потихоньку сокращать модельный ряд колес без подвески. InMotion выкатил целую прод-разверстку. В ближайшем будущем выходят обновленные V13 Pro и V12 Pro. У V13 Pro увеличена максимальная скорость, в комплекте сразу будет подножка и еще ряд косметических изменений. Думаю, что Кадрифт даже заказывать эти колеса не станет, потому что V13 показал себя никому не нужным хламом. У V12 Pro, как и на V11Y, игорьки обновили контроллер. Это существенно улучшает надежность, а также в обновленном варианте увеличивается тяга на 30%. Дальше у InMotion в планах какие-то совершенно загадочные E20, E20S, V18 и так далее. Даже пугает, сколько моделей они запланировали на этот год. Бигоди. Ждем ближайшей поставки и T-Max. Это 19-дюймовое колесо, а точнее на 14-м ободе. Про него уже много известно. В США и Китае его активно обкатывают. Раскрутка по 200 км в час, напряжение зарядки 168 вольт, высоченная, 50 кг весом, при этом скромный 3000 ватт-часов. Не вижу в этом колесе никаких перспектив. Это продукт чисто для любителей максимальной скорости. Но, как я уже говорил, такие скорости абсолютно не предназначены для городских условий. Это колесо для кольцевых гонок на специальной трассе. Кроме того, под такие экстремальные скорости аккумулятор уж слишком маленький. Нагрузка, как и расход, пропорционально квадрату скорости. Еще едет T4 Pro. Это обновленный вариант T4 с новым двигателем. Также там еще ожидается Falcon. Это колесо на 10-дюймовом ободе, как А2, но уже с подвеской. А еще их же второе подразделение, Extreme Bull, продолжает выпускать свою линейку продуктов. Но я там совсем уже запутался и перестал следить. Как я уже отметил, к сожалению, но Бигоди стабильно удерживает планку низкого качества. Рекомендовать такие колеса очень сложно.
И хотя они, в отличие от Kingsong, явно стараются и пытаются улучшить качество, но их подход, который заключается в постоянном забрасывании рынка новыми моделями или модификациями старых колес, которые несовместимы с предыдущими, ну и как следствие отсутствия поддержки покупателей старых моделей, нет запчастей, в лучшем случае только контроллеров. Да, есть прослойка моноколесников, которые верны этому бренду, они любят все дорабатывать, допиливать, любят заявленные характеристики, холостую раскрутку и алгоритмы Бигоди. Часто у них колеса находятся в стадии доводки по полгода. Этим райдерам совершенно неинтересно мое мнение по поводу этих колес, поэтому я даже не вижу смысла окунаться и углубляться. Попадут в руки новинки, обязательно разберем, и я все расскажу и покажу. Так что выбрать на следующий сезон прямо сейчас. В ценовом диапазоне менее 150 тысяч рублей представлены по сути только два бренда со старыми моделями, это Kingsong и InMotion. На рынке все сохранившиеся модели проверены временем, надежные и имеют ряд преимуществ, соответствующие своей цене. Если вам нужен совет по выбору, то напишите в комментариях, я там обязательно вам отвечу. Дальше появляются подвесочные колеса, в том числе и новинки InMotion V11Y, в котором будет еще отдельный выпуск, Kingsong S16 и Bigodi T4 Pro. Кстати, по поводу S16, у нас была первая партия S16 Pro на магнитах 33 мм. И Kingsong уже заявил, что в следующих партиях двигатель будет с магнитами 38 мм. Он будет более тяговый при сохранении максимальной скорости в 60 км в час. Kingsong S18 все еще самый легкий подвесочник с очень привлекательным внешним видом. Он будет комплектоваться обновленным двигателем, который еще немного лучше защищен от внешней среды. Но в целом модельку я лично считаю немного устаревшей. Дальше по цене идет премиальный бесподвесочник, это InMotion V12 HT. Как уже говорилось ранее, ждем обновленную Pro-версию. Осталось до выхода совсем недолго, не знаю, что там будет по цене, но я бы все-таки ждал именно обновленный вариант из-за возросшей надежности контроллера. S19. Еще немного выше цена, очень приятное универсальное по езде колесо, но минус это габариты, пластиковый обвес, не очень удобно в ежедневной городской эксплуатации. Еще немного быстрее это S22 Pro, но оно уже несколько уступает по конструкции и фишкам новым S16 и S19. Из коробки подвеска S22 Pro будет хуже, требует доработки и более частого обслуживания. Весит последняя модификация S22 Pro 36,1 кг без подушек и упоров. Но это колесо все-таки удобнее, чем S19 в плане кастомного обвеса, поэтому до сих пор пользуется большим спросом. Еще выше по цене идут ветераны. Это Patton, Lynx и Sherman S. Последний самый дорогой из-за аккумулятора 3600 Вт-час. Также в Sherman S изменили крепление двигателя и крыло. Теперь здесь все аналогично Lynx. Батон теперь не боится перегорания от торможения, но очень уж ему не хватает Smart BMS, чтобы сохранить свою лидирующую позицию. В целом, ветеран так остается на первом месте на рынке, как производитель колес, который имеет стабильное качество, неплохие характеристики, удобство эксплуатации и готов ездить прямо из коробки. Альтернативой этим моделям выступают колеса от Bigodi Extreme, Master и EX30. Master был выпущен в 4-й инкарнации, и несмотря на все изменения, большинство конструктивных недостатков сохранилось на прежнем уровне. Про Extreme у нас было аж целых 2 выпуска, смотрите на канале, основные его преимущества — это Smart BMS и летая голова. Что же касается подвески, там все те же традиционные недостатки. EX30 с выходом новых высоковольтных моделей Bigodi Extreme Bull теряет позицию самого скоростного и экстремального колеса для асфальта. Но с другой стороны, это колесо менее других за год изменилось, у него хорошая развесовка и все проблемы его уже достаточно изучены. Поэтому колесо с рынка в ближайшие месяцы не пропадет, но интерес к этой модели сильно упал. Ну, понятно, что вся эта сводка довольно поверхностная и условна. Универсального ответа быть не может. Все зависит от личных предпочтений, стиля езды, веса райдера, погодных условий и прочее. Поэтому я стараюсь выкладывать не только свое мнение, но и приглашаю на обзоры опытных райдеров, мнение которых со мной расходится. А также по возможности, когда дают новинки на тесты другим независимым блогерам. А на этом у меня сегодня все. Удачи на дорогах!